Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски, анализируете происходящее. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Андрей Алексеевич, важные такие события. Бурлит пресса. В общем, уже за Телеграф говорит о каком-то фонде победы Трампа. Ну, победы Украины, понятное дело. В общем, предположение, что томагавки это как бы операция прикрытия, на самом деле будут давить на бедного Мерца, как когда-то на Шольца, чтобы он давал Тауруса. И, в общем, Хексет, который выступил на Рамштайне, как бы зарядил такие нарративы, что вот мы, США, союзники, сделаем украинскую армию сильной, мол, платите денежки, несите в кассу. Как вы оцениваете визит Зеленского? Как вы сегодня, кстати, перед Трампом он встречается с оружейниками, так, по крайней мере, по инсайдам. И есть ли какие-то перспективы, что из шоу, из заявлений, ну, какие-то будут конкретные действия, и получается, что война Байдена превратится в войну Трампа? Я просто помню свою курсантскую молодость, когда мы с какими-то серьезными вопросами обращались к командиру взвода, а он считал, что это вопрос, в общем-то, ну как это, ну, стандартный и, в принципе, понятный и так. Он отвечал нам, курсантам, следующим образом. Читайте газету «Гудок». Там все написано. Когда вы задаете вопрос о том, что это значит, я отвечаю и так, как делал наш командир взвода. Читайте книжку Трампа «Искусство заключать сделки». И когда вы ее внимательно прочитаете, вы поймете, о чем идет речь. У меня такое ощущение, что в Кремле ее читали. Поэтому они такое спокойствие и соблюдают. А вот наши все журналисты, наши политики, общественность, они, естественно, эту книжку, ну, вообще мы стали гораздо меньше читать, чем это было раньше. Так вот, если посмотреть на тактику Трампа, вот все, что он делает, оно абсолютно вписывается в ту его концепцию, как нужно заключать сделки. Это очередной блеф. Это очередная попытка каким-либо образом повлиять на Путина с целью заставить его согласиться на те предложения, которые Трамп дает. Посмотрите на техническую сторону вопроса. Сегодня Financial Times пишет, что в случае передачи Украине томагавков, то американские специалисты не будут обучать украинских военных обращаться с ней. То есть они будут непосредственно обслуживать эти установки. Вы представляете, вот, Александр, то есть американские военнослужащие с украинской территории будут запускать томагавки по территории России. Как это называется? Ну, как ядерная война это называется. Это называется участие в конфликте. Это в войне, прямое участие, правда? То есть, когда это не инструкторы. Ведь я вам хочу заметить, что даже во Вьетнаме, когда шла война, во Вьетнаме, там было огромное количество советских военных специалистов. Но все они Ну, были я вам советскими. сразу могу сопонировать, чтобы далеко там мы не ушли от этого. Ну, смотрите, ну были же истории о том, что в расчетах патриотов присутствовали специалисты из-за рубежа. И вот эта вот история с белгородским сбитием с самолета, да, во время обмена. Там же тоже есть такая версия, она гуляет о том, что просто несогласование произошло из-за того, что, в общем, иностранная речь звучала в... Ну, и Патриот как бы отработал, понимаете? А чем отличается, условно, человек, который западный военный в Патриоте, от вот этой установки, которую Тифон, да, которую презентовали недавно? Александр, я вернусь все-таки к Вьетнаму. Так вот, советские военные специалисты присутствовали во Вьетнаме. Они были в зенитно-ракетных дивизионах, они были в воздушных частях. Но при этом они не стреляли. Мгм. Более того, при них не было оружия. То есть они формально, ну как, вот мы стоим, мы консультируем. Почему? Потому что если бы было доказано участие советских военнослужащих в боевых действиях, это, естественно, привело бы к очень серьезному конфликту. По поводу того, что слышали там иностранную речь. Ну, стоял там, допустим, военный специалист США в той же кабине, скажем, комплекса «Патриот». Это же не значит, что он вел огонь. Он консультировал украинских военных. Это обычная практика, тут ничего нового нет. И это не является, скажем, основанием для каких-либо вещей.
В конце концов, американских инструкторов, сколько их было в Пакистане, когда они готовили афганских муджахидов. Но непосредственно в боевых действиях на территории Афганистана они участия не принимали. И ни одного американского военнослужащего, в общем-то, в плен взято не было. Это все четко понимают, вот, что можно делать, чего нельзя. А вот то, что пишет Financial Times, это непосредственно участие в боевых действиях. То есть, когда расчет американский ведет огонь с территории Украины американским оружием по России, вот это называется участие в войне, прямое. Скажите, вот вы верите в то, что американские войска, даже вот американские военнослужащие, начнут вот это делать с территории Украины? Когда об этом пишет уже западная пресса. Естественно, что все же мы прекрасно понимаем, что это из ненаучной фантастики. А раз так, то для чего тогда это все делается? Для чего делает заявление Хекса, там все прочее? Это информационная кампания, направленная на то, чтобы заставить Путина согласиться с теми предложениями, которые американцы выдвинули, и которые фактически Путин отверг. На мой взгляд, гораздо более... Поэтому я не верю в то, что сейчас вот... Вся вот эта шумная делегация, весь этот балаган, который поехал в Америку, они нужны именно Трампу для пропагандистской кампании, которая имеет целью повлиять на позицию Путина. Гораздо более серьезными, я считаю, его договоренности с арабскими странами по поводу цен на нефть. Понимаете, вот та сделка, которую сейчас подписали на Ближнем Востоке, кстати, ни Израиль, ни Хамас не были участниками подписания, что интересно. Ведь, по сути, арабские страны, нефтяные основные, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, ведь они просили Соединенные Штаты унять Израиль. И Европа просила. То есть, надо что-то сделать, чтобы вот в Газе там были какие-то там изменения, чтобы война прекратилась. И Трамп использовал все свои рычаги влияния на Израиль и заставил его согласиться с планом Трампа. И это, естественно, было преподнесено как важнейшая внешнеполитическая победа Трампа. Но надо же знать Трампа. Трамп никогда не делает ничего без взаимной основы. Ведь он же не выступал против вообще прекратить помощь Украине. Он говорил, что мы готовы помогать, но за ваши деньги. То есть, пожалуйста, на взаимовыгодной основе. Хотите покупать оружие, покупайте, но платите за это деньги, а Байден, дескать, вот это бесплатно делал, поэтому вот он нехороший человек. Поэтому, если его арабы просили, и он их просьбу выполнил, то можете не сомневаться, что у него были тоже встречные просьбы к этим странам. А какие эти просьбы могут быть? Увеличение продажи объема продажи нефти и, соответственно, снижение цены. Во-первых, это выгодно ему лично. Согласитесь, что снижение цен на нефть для американцев это тоже очень важный фактор, потому что Америка является одним из крупнейших потребителей нефти. И снижение цен на бензин для американцев это очень серьезный фактор. Это гораздо сильнее, чем кэшбэк для украинцев. Потому что в данном случае американцы без автомобиля, мы их даже представить себе не можем. С другой стороны, это серьезно ударит по Российской Федерации. Посмотрите, ведь Саудовская Аравия не увеличивала добычу нефти только для того, чтобы держать цену на нефть в рамках тех соглашений, которые ведет ОПЕК. Условно говоря, 1000 баррелей она продавала за $50. Теперь ей нужно продавать 2000 баррелей, но по $40. Они в конце концов получат своих 80, больше, чем они получали до этого, при меньшей цене. Но они могут себе позволить увеличить добычу, потому что у них есть мощности. В Российской Федерации этих мощностей нет. Она не может резко увеличить добычу. Вот в чем проблема. Поэтому это будет удар, снижение общих цен на нефть. Это будет серьезный удар по российской экономике. Дальше вы же слышали вчерашнее заявление Трампа о том, что ему Моди пообещал, что они не будут покупать российскую нефть. Я не знаю, правда это, неправда. Ну, мы сегодня, смотрите, мы сегодня видели ответ из Индии. Говорят, значит так, очень дипломатично, говорят, мы будем удовлетворять спрос и потребности своих потребителей. Поэтому вот вам Трамп, кукиш с маслом. Мы будем работать и дальше. Ну, посмотрим. Потому что в данном случае Трамп ударил не по Индии, он нанес удар по Китаю. Кстати, обратите внимание, Китай никак не ответил. Это значит, что в конце октября будет встреча Си Цзиньпиня с Трампом. И, очевидно, какие-то серьезные договоренности у них будут. Но так как он с арабами договорился, как-то и с Китаем. То есть, насколько я вижу, Трамп понимает главное. У него в следующем году выборы ровно через год, в октябре.
И на этих выборах вот американцы, в отличие от наших избирателей, они очень жестко относятся к невыполненным обещаниям. Одно из таких ярких обещаний Трампа было остановить войну в Украине. И как бы он ни крутился как уж на сковородке, но это ему вспомнят. И вот сейчас он предпринимает все усилия для того, чтобы заставить Путина. То есть схема будет та же, насколько я понимаю, идею Трампа. Схема будет та же, как в случае с Израилем и Хамасом. Я понимаю, что вы между собой договориться не можете, поэтому я выдвигаю свой план. Я уже понял, что вы хотите. Вы хотите границы 91 года, а вы хотите всю Украину. Значит, мы договоримся. Я вижу, что это надо сделать вот так. Сначала я добьюсь того, что подпишется под этим планом Зеленский. Я думаю, для этого он и вызвал Вашингтон. А потом с этим планом, согласованным с Зеленским, это мое видение Трампа, теперь я буду требовать от Путина, чтобы он тоже с этим согласился. И Так а дальше что за начинается. план? Подождите, давайте И тогда дальше давайте подумаем. Как бы по форме я с вами согласен, даже могу быть, что условно приедет Трамп в какой-нибудь, ну, к Орбану приедет, например, да, недалеко, в Будапешт. Там у Орбана выборы как раз, он его там нахваливает периодически. Устроят там саммит мира, да, только без Украины и без России. Соберут всех, кого можно, подпишут красивые бумаги, скажут, все, война остановлена, Кремль скажет, там, стоп, игра, то есть огонь остановлен. Зеленский тоже как-то поюлит. Ну, в принципе, как мы видели, вот эти перемирия, да, короткие. Ну, в общем, как-то так. Где-то чего-то стрельнут, постреляют, но в целом будет тихо. В Одессе люди выдохнут и пойдут к морю дышать свежим морским воздухом, например. Да, к Одессе перейдем чуть позже. И все. Да, вот как было вот совсем недавно. А как же тогда с требованиями? Вы говорите, Путин хочет всю Украину. Ну, тут хотя бы там вот эти области, да? Обмен земель. Входит еще до сих пор в план Трампа? Ну, я не видел план Трампа, я не могу комментировать, я могу только лишь сделать определенные предположения, как мне кажется. Смотрите, Путин требовал полностью 4 области. Это было его требование в июне месяце. Потом оно было изменено. То есть мы согласны остановить боевые действия по линии соприкосновения за исключением Донецкой области. То есть, пожалуйста, вот Донецкую вы мне передайте полностью, а остальным хорошо, давайте остановимся на той линии, которая есть. Но даже это не было принято. Потому что это требовало от Украины отвода войск с Донецкой области, сдачи всего этого региона и так далее. Это было неприемлемо. И, кстати, Трамп тоже это не поддержал. Так вот, я думаю, что теперь компромиссным решением будет все-таки то, что Путин уступит, по мнению Трампа, и остановится по линии той, которая на сегодняшний день. Это можно будет подать со стороны Путина как уступку Трампу и его миротворческим усилиям. Ну, дескать, ладно, согласились мы на линию боевого соприкосновения, бог с ним. Но при этом вот его движение, обратите внимание, сейчас не столько двигается в Донецкой области, сколько движется в Днепропетровской и в Харьковской. То есть хорошо по линии боевого соприкосновения, но тогда вот у нас есть часть территории, которую мы оставляем за собой в Сумской области, в Харьковской, Купинск практически, да, и в Днепропетровской те вот села, которые мы захватили. Вы же хотели по линии соприкосновения, ну, значит, вот так оно и будет. Это ключевой вопрос, линия боевого соприкосновения, как она будет видеться. Вот если Трампу удастся остановить по линии боевого соприкосновения, он продаст это как величайшую победу, потому что Путин сначала требовал полностью, потом Донецкую, а теперь вот я все-таки его дожал по этой линии боевого соприкосновения. Все остальные политические моменты предвидеть трудно. Потому что дальше Путин будет какие-то требования выдвигать, и они будут как-то о чем-то договариваться. Что там будет в окончательном варианте, мне сказать трудно. Но этот план уже его окончательное оформление, оно должно быть согласовано с Зеленским. То есть он должен заставить Зеленского его подписать. Я думаю, что у Трампа есть огромное количество возможностей и влияния для того, чтобы это заставить президента Зеленского сделать. Ну, спорный И вопрос, конечно. нет, Ну, абсолютно. спорный. Ну, не смог же ничего заставить он его сделать в предыдущих итерациях и А что он предложениях. его не смог заставить?
Сначала он сказал Зеленскому, что мы будем требовать мира с Российской Федерацией, тот начал кричать гарантии. Потом, в конце концов, после скандала в Белом доме он извинился. Налево не так и согласился с тем, что да, сначала нужно остановить боевые действия, а потом договариваться о мире. Он полностью перешел на позицию Трампа, он его теперь полностью поддерживает. Нет, подождите, у нас же последняя как бы версия обновлений вот этого плана. Это никакого прекращения огня, сразу мирный договор. Это Российская Федерация так Нет, и хотела. Трамп, подождите. И Трамп тоже. Трамп поддерживал до Анкориджа эту идею. Нет, после Анкориджа тоже. Нет, он сказал, он четко тогда сказал. Вернулись с Анкориджа и сказал, значит, никаких прекращений огня, вот мирный договор, сейчас мы так раз, и все закончится. Ну, видите ли, то, что сейчас подписали между Израилем и Хамасом, сложно назвать мирным договором. Это больше всего-таки соглашение о прекращении огня с последующими этапами выполнения, да? Никто ж ни с кем ничего подписывать там не будет, даже сейчас не подписывает. Поэтому, я думаю, та же схема будет и здесь сделана. То есть мы прекращаем огонь и договариваемся о таких-таких-то пунктах. То есть это речь не идет о подписании договора между Украиной и Россией. Я понял. Вот, То есть да. у нас раньше как бы маскировали это прекращение огня под все на свете. Зеленский про то, Ну, что теперь это называется, да, да, теперь будут маскировать под мирное соглашение, и все, конец. совершенно верно. Официальный конец войны. Вот же. Вы тоже. поняли, да? Да, да, да. Ну, это игра слов, а принцип понятен. Да? То есть мы договорились, что вот мы это будем делать, поэтому мы прекращаем боевые действия. Юридически это наш мирный договор. Ну, как сейчас Азербайджан с Арменией, сколько они уже там договариваются, все никак не могут подписать. А боевых действий уже, в общем-то, нет. Где-то так вот будет и тут. Это мое дело. Это мое видение. И если вы видите, как наши политики суетятся, у мене є точні дані, що до кінця листопада припиниться, починається там Бужанський, там Юлія Владимировна, значить, там Алексей Гончаренко, сейчас вот Камельчук начинает рассказывать, что до Різдва. Ну, короче говоря, все бросились на перегонки, давать прогнозы, что скоро боевые действия закончатся. Ну, дай Боже, нашему мотылять и Вовка здесь. Лично у меня такого оптимизма нет, сразу вам скажу. Ну вот, пойдет ли Путин на такие уступки и вообще на все это дело, я не знаю. Вся его предыдущая деятельность говорит о том, что он должен показать свою крутость. То есть вы на меня давите, чем больше вы на меня давите, тем меньше я буду с вами соглашаться. Нет, тут смотрите, тут, мне кажется, дело же не в этом. Дело не в крутости. Дело в том, что было заявлено, а если этого не будет, то тогда тут наоборот, чтобы не показать не крутость, понимаете? Крутость сейчас реально, если объективно просто смотреть на происходящее, демонстрирует Зеленский всем своим видом. То есть у него выносится полностью инфраструктура, электричество, газ. Опять удары были прошлой ночью по... Ну, то есть он говорит, а мы будем отвечать, мы будем стрелять. Да, все не защитим, но тем не менее, вот Малюк, у него есть список объектов, вот мы сейчас будем... То есть вот эта вот позиция. То есть к тому, что это, мол, меня не принудит, это все как бы в пользу бедных, надо нормально относиться и терпеть. Это вот так, на такой позиции стоит Зеленский, мол, смотрите, какой я мощный, и, в общем, будем отвечать и давать мощный ответ. И вообще, к слову, мы контрнаступаем в Доброполье. Безуглая, правда, как-то вот немножко ложку дегтя всыпала туда. Говорит, так контрнаступает Сырский под Добропольем, что есть оперативный охват, имеется в виду огневого контроля, замыкания Краматорска и Славянска. Ну, они там туда движутся навстречу друг дружке. И вообще, конечно, такая сложная ситуация. Купянска вообще нет, мы его потеряли, это Безуглая говорит, уже в прошедшем времени о Купянске, ну и так далее, и так далее, и так далее. И получается, что тут как раз объем быть и казаться на стороне Зеленского в пользу казаться. Но Трамп же вот этот говорит, я сейчас встречусь с Зеленским и разрешу им, внимание, контрнаступление. То есть мы сейчас решим, будет ли Украина наступать. Это как? Ну, начнем с того, что если Путин думает, что ударами по украинской энергетике он принудит Украину, не Зеленского, а украинцев к капитуляции, он глубоко ошибается. Этого не будет. Даже если, я условно говорю, будут еще нанесены повреждения нашей энергетической системе, даже если будет тяжелейшая зима, это не заставит украинцев
пойти на капитуляцию перед Путина. В данном случае Зеленский не свою позицию озвучил, он озвучил, в общем-то, позицию большинства. То есть, подождите, вы считаете, что если на чаше весов положить ужасно, ну, как все да, пишут, черная зима, там вот это все, и Донецкую область, то вся Украина не отдаст Донецкую область? Мы вообще ничего не должны отдавать. Не в Это, смысле, что сами отдадим, а в смысле, ну вот если просто сравнивать. эти вещи сравнивать нельзя. Кстати, есть интереснейший эпизод, по-моему, у Льва Гумилева, где он там описывал, как первый правитель гуннов воспитывал своих, значит, этих э, сообщников. Сначала, значит, пришли к ним и потребовали отдать им лошадей. Он говорит, все начали кричать, как это лошадей дать? Отдайте, говорит, им лошадей, мир важнее. Потом пришли, потребовали, значит, еще что-то. Говорит, все возмущаются, он говорит, отдайте. Нет вопросов, мир важнее. А потом они пришли, там какой-то кусок территории попросили. Все начали говорить, да, мы там даже не пасем коней, давайте отдадим. Но тогда приказал казнить всех, кто так требовал. Говорит, а вот землю давать нельзя. Точка. Этот принцип вот от кочевников перешел к московитам, и они, по большому счету, где-то всю свою историю относились к этому именно так. Даже в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» вы этот эпизод помните, да? Кемская волость забирайте, говорит, ты что, сволочь, царская морда, казенными властями разбрасываешься. Нет, так это, подождите, я сейчас логики не понимаю. Так это ж мы вроде как в роли этих гунов. У нас всех, ну я 21 век все-таки, у нас же казнят. У нас же казнили Арестовича, который Собчак рассказывал об этом. У нас же заводят уголовные дела, кто только подумает о том, что давайте уже заканчивать, договариваться, обмен землями. Помните, когда ну, Трамп после вот этого визита предыдущего Зеленского в США запустил, тоже точно так же себя вели. Мы вроде как гунны в этом отношении. Нет. В данном случае речь идет, да, ну, в том смысле, что мы не должны отдавать территорию, ни в коем случае. Но касательно Арестовича, так я вам хочу напомнить, что после интервью с Собчак его объявили в розыск Российской Федерации. Несмотря на то, что он собирался отдать 4 региона, включая Крым, и 5-й Крым. Но я сейчас не об этом. Я просто хочу сказать, что торговаться территориями и ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность не может никто, даже президент Зеленский. Тем более он является гарантом суверенитета и территориальной целостности. Вот. Нет, Андрей Алексеевич может. Народ Украины в установленный способ. Да? То есть президент Мова йде Зеленский про не те, может отдать може, территории. смотрите, зміна території можлива згідно з референдумом. Но з іншого боку, в той же Конституції написано, що в території України є неподільна. Тобто, що таке зміна території? Вот был эпизод, когда у нас дорога Одесса-Рени, и кусочек, шел по территории Молдовы. А молдаване хотели получить порт на речке Днестр, для того, чтобы получить выход в море. И вот тогда произошел небольшой обмен. Они нам отдали этот кусочек этой территории, значит, для того, чтобы мы там построили эту Одессу-Рени. А они получили выход и получили фактически терминал для того, чтобы иметь возможность торговать через море. Вот это можно. А отдавать территорию через референдум нельзя. Зміна території і, извините, передача території – это совершенно другая вещь. Я сейчас не хочу даже залазить в какие-то юридические моменты, но, в принципе, вот это мы должны понимать. Поэтому, что касается контрнаступления, разрешения на контрнаступление и так далее, опять же, мы должны рассматривать это с точки зрения стратегии Трампа по принуждению, как ему кажется, Путина к миру. На тех условиях, согласованных, которые Трамп хочет ему предъявить. Я не думаю, опять же, вот почему у меня нет оптимизма по поводу его стратегии и тактики, потому что он не учитывает психологию Путина. У Путина есть пунктик, что если на меня давят, я никогда в жизни этому давлению поддаваться не буду. Даже если мне это лично невыгодно, и это будет идти в ущерб, скажем, моим интересам или там, интересам моего государства. Я буду стоять до конца. Ну, вот это, мне кажется, будет его позиция. Поживем, увидим, насколько этот прогноз оправдается.
Так а есть Я чем у нас повторюсь, контрнаступать? Подождите. Давайте, мы же я все-таки не знаю, украинцы, я не давайте с могу. украинской позиции прокомментируйте вот это разрешение Трампа встретиться с Зеленским, разрешить ему идти вперед. Куда идти вперед? Мы сейчас все эти месяцы занимаемся тем, что сдерживаем противника с редкими какими-то продвижениями и то тактического очень такого уровня локального, чтобы в рамках вот этой же обороны. Я, Александр, принципиально не комментирую ситуацию на фронте. Почему? Потому что она мне неизвестна в деталях. Из того, что я вижу полный провал наступления путинского, где он обещал в апреле месяце не дожать, а добить Украину. Этого не случилось. Уже середина октября. Дело идет к зиме. Сейчас будут очень тяжелые условия в поле. Поэтому он не добился. Я думаю, что изменение риторики Трампа во многом было сделано под влиянием именно конкретных результатов российской армии в ходе весенне-летнего наступления, в том числе осеннего наступления российской армии. Ведь Путин убеждал Трампа, что он добьет Украину. Он об этом публично заявлял. И Трамп, почему он давил на Зеленского, как я понимаю? Ну смотри, вот сейчас он тебя, вот когда он прорвет фронт, он прорвется, да, у тебя будет катастрофическая ситуация. Поэтому, парень, у тебя нет козырей. Немедленно соглашайся, потому что потом, когда он прорвет, нам и мне придется его уговаривать на гораздо худших условиях. Зеленский упирался. И когда вот это все случилось, когда уже к концу лета стало ясно, что это все дело провалилось, Трамп снова изменил риторику. О, это он бумажный тигр, он обещал, что он там все это сделает, но ничего не получилось. У него ситуация хуже, та-та-та-та-та-та-та-та. Э, мне сложно сказать, какими силами, куда наступать. В конце концов, мы в 23 году все обсуждали контрнаступление украинской армии. Все знали, куда все идут. Мне это напоминало мультфильм, помните, Марио идет грабить банк. Все знали, что он идет грабить банк. Но при этом все ждали, он говорит, вот тебе, пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. Но если россияне знали, куда мы наступаем, значит, где идет концентрация войск, то как можно было не подготовиться к этому наступлению? Они подготовились. В результате это контрнаступление было неудачным. Поэтому где они собираются наступать, какими силами, я не знаю. И вообще, будет ли это контрнаступление, тоже не могу ничего сказать. Лично я считаю, что это все, опять же, на уровне блеф. Со стороны Трампа, как один из способов оказать давление на Путина. М, Ну, тут понимаете, какая история? Все же помнят эти фантомные боли вот того контрнаступления, которое мы вспомнили, да? И примерно понимают соотношение сил, средств. В общем, ситуация в армии лучше не стала. Нас подчуют Генпрокуратура статистикой СЗЧ, статистикой розысков, используют политики, там, вот, как Галина Янченко, цифру 1,5 миллиона людей, которые не стали на учет в Украине, да, и что нужно с ними как-то так поработать, чтобы они хотя бы пользу какую-то приносили экономике. Ну и, в общем, начинается вот Милованов, который выходит, говорит, 10 миллионов надо привезти индусов к нам, и вообще украинцев может остаться 10 миллионов, потому что такое положение дел в стране. И тут же, понимаете, крепость тыла определяет, ну, условно, острие наконечника того или иного движения вперед на фронте. Ну, есть взаимосвязь. А с крепостью тыла туго, когда в Тернополь приезжает третья штурмовая, ну, отдельные представители, да, и устраивают беспредел. Ну, как бы это абсолютно какой-то звоночек абсолютной деградации отношений тыла и фронта сейчас с украинской стороны. Что думаете по этому поводу? Я думаю, что у каждого явления есть фамилия, имя, отчество. И по большому счету все наши проблемы в армии, за них должен нести ответственность один единственный человек. Тот, который по Конституции является верховным главнокомандующим. Это президент Украины Владимир Зеленский. Мы же с вами читали статью Залужного, где он вспоминал именно контрнаступление 23 года. Он так аккуратно, но четко объяснил. Первое. Было принято решение при недостатке сил наступать не в одном направлении, а сразу в трех. Угу.
Это, кстати, нарушало базовый принцип военной стратегии – концентрация. То есть вы должны на основном направлении сконцентрировать все силы. Ни в коем случае не распылять. Кстати, план Барбаросса, который Гитлер подписал, да, наступление на Советский Союз. Смотрите, северная группа армии Север наступает на Ленинград, группа армий Центр наступает на Москву, и группа армий Юг наступает на Киев. То есть они шли в расходящихся направлениях. Это была грубейшая стратегическая ошибка, которая привела к соответствующим последствиям. Скажите, пожалуйста, если наши войска наступали в 3 направлениях, как вы думаете, кто такое решение мог принять? Залужный, главком или верховный главнокомандующий, которому хотелось сразу все и сразу? Он мягко намекнул, но я так понимаю, что если он об этом написал, то это же не его была ошибка. Он намекнул, что именно этот человек принял такое решение. Вариант 2, кстати, очень интересный. Никто не обратил внимания. Разные боеспособности войск, которые подчинялись разным ведомствам. На что он намекает? Ведь в контрнаступлении принимали участие войска не только вооруженных сил Украины, но и Нацгвардии. Оперативно они подчинялись Залужному, как главкому. Но формально они принадлежали к другому ведомству, которое тоже имело свои... Это то же самое, что было в свое время, кстати, вот мы сейчас вспоминаем ошибки Германии, да? То же самое было у них. У них были войска СС, которые наступали, скажем, под Курском, да? Был вермахт, и очень часто взаимодействие между ними очень было слабое. И разная боеспособность была. Ту же самую ошибку мы сейчас унаследовали. Об этом Залужный пишет. Різна боєздатність підготовлених з'єднань. Ну и так далее. Сейчас когда вы говорите о проблемах в армии, центральная проблема – это мобилизация. Опять же, давайте вспомним закон. Есть закон про правовой статус, про мобилизацию и мобилизационную подготовку. Там же тоже все написано четко. Что за это дело отвечает президент Украины. Персонально. Но он ним не занимается. А раз он ним не занимаются, соответственно, главы областных военных администраций. Вот у нас в Виннице, Александр, 1,5 года нет главы военной администрации. Вот в Одессу он назначил сразу, да? А у нас нету 1,5 года. Так если нет, а глава администрации областной, он возглавляет Раду обороны области. А главы нет, а первая заместительница, у нее детенок родилась. Она в декретном отпуске исполняет обязанности первого зама и главы администрации. Что, президент этого не видит? Скажите, а сейчас вот идут удары по нашим объектам. Он кричит, Кличко виноват, там все прочие. А где командующий воздушными силами? Его год не было в Украине. Президент Зеленский не мог его назначить целый год. Чем он был занят? Так вот, когда мы подведем итог, мы поймем, что все проблемы в украинской армии и в украинском обществе имеют фамилию, имя, отчество. Это Владимир Александрович Зеленский, который не справляется со своими должностными обязанностями. Слишком много у него их. А он, тем не менее, гребет на себя властные полномочия. И чем больше он их под себя гребет, тем хуже ситуация в стране. Вот так я вам отвечу на ваш вопрос. Зачем и чем вообще эта вся как бы пьеса с Трухановым? И почему именно сейчас? Ну вот сегодня там глава совета Одесского городского назначил себя ИО мэром. Ну, то есть, вот так, да, вывесили ну, это постановление, да. Мэрия ликвидируется? Нет, не ликвидируется. Но ЛСК уже назначил Зеленский. Какая-то идет жуткая чехарда. Причем здесь же параллельным курсом выходит Труханов, говорит, никакого паспорта у меня нет, ничего у меня нет, отстаньте от меня. То есть, да, говорит, Грозев, который расследователь великий, при всех там каких-то его конспирологических вещах, говорит, что, ну да, фальшивка,
фигурирует там ряд паспортов, там то микрокредит брали где-то там в глубинке России, то женщина какая-то выезжала по этой биометрии, биометрическому заграннику, который показывает СБУ, причем несколько раз, и не в 15-м, а в 10-м он был выдан по серии номеру паспорта, все же пробили, изучили. И мне пользователи пишут, говорят, ну, там же есть такая тоже функция разная, да, электронная, ты вбиваешь этот ИНН, идентификационный номер, а у него нет такого, но он как бы есть, да, вот представлен в материалах дела. Труханов говорит, у Кипера вон тоже жена с российским паспортом, давайте разбирайтесь. Короче, понеслась по кочкам. А получается, что полный хаос в Одессе. Так а как же при полном хаосе выполнить вот это отеческое, да, Одесса нуждается, чтобы ее защитили. Ну, как Зеленский, собственно, объявил об этой чехарде. Что вы думаете по этому поводу? Зачем это? Ну, вы странный человек, Александр. Мы же с вами уже об этом говорили. В стране идут выборы президентские. Мы же с вами говорили, обсуждали бюджет. Я вам четко сказал тогда, что если вы хотите знать о намерениях власти, что она собирается делать, посмотрите бюджет. В этом бюджете не хватает 400 миллиардов на армию. Это бы столько в прошлом году не хватало 500, в этом 700, в следующем 400, хотя обещают воевать целый год. И параллельно идет повышение социальных стандартов. Ну, когда оно у нас осуществляется в больших масштабах? Только перед выборами. Я же сразу сказал, смотрите, это фактически предвыборный бюджет. Санкции на Порошенко. Год уже суд идет и никак не может закончиться. Абсолютно незаконным образом наложенные. То есть идут Санкции кажутся таким детским лепетом по сравнению с тем, что он забирает паспорта. И у кого? У действующего мэра, который к нему, ну, не сказать, что он там его противник. Александр, я же сейчас не сравниваю эти вещи. Я просто вам воспроизвожу цепочку событий, которые свидетельствуют о подготовке, о том, что выборы не подготовлены, а идут выборы. Итак, санкции на Порошенко. Дальше. Что с журналистикой нашей? Буткевича мобилизовали уже, да? Чтобы меньше говорил. Отправили. Так он сильно и не говорил там особо. Ну, подождите. Ну как, Буткевич говорил много, и поэтому его мобилизовали. Как Тараса Шевченко в солдаты забрали. Бигус где сейчас находится? Бигус тоже сказал, я ухожу в армию, вот без меня там будут какие-то девочки руководить, больше я в это дело не лезу. Все, до свидания. Николова давят сейчас по полной программе и так далее. Шабуниным занялись очень серьезно и так далее. Теперь смотрите, по поводу мэра. Ведь Зеленский с треском проиграл выборы 2020 года. Он выиграл президентские, он выиграл парламентские выборы, но в 2020 году он потерпел сокрушительное поражение на местных выборах. И фактически вся власть в местном самоуправлении – это власть, которая, ну, скажем так, которую он не контролирует. Что он делает? Берем Атрошенко в Чернигове, да? Мэр месяц находился в осаде, город был в осаде, значит, под обстрелами, он не бросил своих горожан, и он находился вместе с ними все время, пока, значит, осада с города не была снята. Когда осада была снята, он вывез свою семью за границу. Это нормально. Вот пока война шла, пока вот город был в опасности, мэр был и семья его была там. Когда отошли, он перевез семью за границу. И его за это лишили, значит, мэрского креста. Теперь смотрите, что происходит дальше. Дальше туда назначается Брыжинский, глава военной администрации. Вот люди наши не понимают разницу между двумя функциями. Військова администрация и військово-цивильная. Вот если військовая администрация, он не перебирает на себя функции гражданской администрации. Поэтому в Чернигове остался городской совет и был секретарь городского совета Ломако. Что происходит дальше? Дальше они начинают на этого Ломака спустили всех наших левоохранителей. Обыски у него, давление на него и так далее. В конце концов Ломака уходит в отставку. Теперь главный там Брыжинский. И пишет Стерненко, вот Чернигов страдает от ударов дронов, от ударов этих. Я обращаюсь к властям Черниговской области, а никакого ответа нет. Я даже не знаю, к кому обращаться. Ах ты моя лапочка. Вот когда был президентом Порошенко, ты знал, кто виноват во всем.
А теперь ты не знаешь, кто главный в Чернигове, назначенный президентом Зеленским Прижинский, который тебя посылает нахрен. И ты не знаешь, к кому теперь обращаться. Ах, какая беда. Теперь берите мэра Третьяка ровно. Что происходит? Его, опять же, отстраняют от управления городом. За что? Это вообще, вот вдумайтесь. Значит, у него есть керующая справа новый виконком. Да? Женщина официально назначена. Она была вместе с ним на выборах. Она его поддерживала. Когда он стал мэром, он через городской совет назначил ее, значит, керующей справа виконком. Каждый месяц мэр подписывает распоряжение о премировании своих работников за то, что они исполняют хорошо свои функции. И ему вменяют, что он дал ей премию не за то, что она хорошо работает, а за то, что она деньги вносила в его избирательный фонд. Представляете? То есть это коррупционное деяние, и его отстраняют. Теперь берите Труханова. С 2015 года тянется вот эта вся бодяга с его паспорта. 2015. Есть решение судов. Неужели Труханов такой дурной, такой тупой, чтобы вот когда уже 10 лет эта история существует, чтобы он еще пошел там что-то поменял и какие-то паспорта 3 там, или 4 себе создал? Ну как это? Это же невозможно. Это же понятно, что это идиотизм полнейший. Теперь дальше. Ты с ним обнимаешься, ты с ним ходишь. Он тебя там поддерживает на выборах. 87% получает Зеленский в Одессе. 87%. Все хорошо. І вдруг, ви знаєте, це я тільки побачив, що в нього паспорт є. Тут СБУ мене проінформувало. Геть. Ну, во-первых, даже если вы лишили его паспорта, он еще мэр по закону. Информацию о том, что он прекращает полномочия, ты должен принять к сведению Одесский городской совет. А Лысак, он не глава военной администрации, войсково-цивильной администрации, он глава военной администрации. Поэтому по-любому городской совет остается, и секретарь, если будет, скажем, лишен полномочий Труханов, он все равно будет функционировать. Но то, что сейчас Зеленский сделал, не имеет ничего общего с обороной города. Абсолютно. Это попытка замкнуть на себя денежные потоки, раз, которые идут через Одессу огромные. И второе, это попытаться взять контроль за этим очень сложным регионом с целью обеспечить ему поддержку админресурса на предстоящих президентских выборах. То есть это еще один факт, который свидетельствует о том, что идет подготовка, точнее идут президентские выборы. Ее скрытая часть. Ну, Лично я считаю, что, знаете, что меня больше всего удивляет? Когда сейчас вот вся наша патриотическая тусовка кричит, что давно цього чорта треба було тра-та-та-та-та-та-та. Я задаю им простой вопрос. Люди по-разному, большинство населения страны с 91 года хорошо относилось к Российской Федерации. Их можно считать было, что є проросійський настрой в украинском суспільстве. По мере того, чем дальше мы жили, конфликты возникали, люди меняли свое отношение. Кто-то раньше поменял, кто-то позже, кто-то уже когда война началась. Потому что тот же Труханов, ну, я же понимаю, что другого мэра в Одессе трудно было себе представить, учитывая настроение местных жителей. Извините меня, но там к России всегда симпатии были очень большие, правда? Поэтому и мэр, соответственно, такой же. Я помню Кернеса, который при звуке Путин вставал. И я никогда не забуду, когда я его спросил: Геннадий Адольфович, а что же вы в 2014 году не поддержали, вот когда вот была такая возможность? Вы же Путина любите. Он так на меня посмотрел, знаете, странно, и говорит: да, вы правы. Я Путина люблю. Но Харьков я люблю больше. Потому что и Жилин, и Захарченко это харьковчане. Они захватили власть в Донецке, и Кернес их знал как облуплен. И он понимал, чем для Харькова закончится, если эта публика захватит власть в этом городе. И он остался на стороне Украины. Но после этого его 2 года там прессовали. Он с перебитым позвоночником вынужден был ездить в Полтаву
Я же знаю, как ему это было сложно. Мне просто издевались. Труханов, посмотрите вот его последние заявления после тех страшных бомбардировок Одессы. А кто издевался? Подождите. Сейчас мы к Труханову вернемся. Над Кернесом. Ну, я не могу называть фамилии этих людей, потому что не потому, что они актеры больших и малых академических театров, и фамилии, но фамилии их слишком известны, чтобы я их здесь называл. Вы знаете, кто боролся за влияние в Харькове с Кернесом? И кто был заинтересован в том, чтобы Кернеса устранить из политической жизни. Ну, Это не... коллега ваш бессменный потом, когда Зеленский пришел. Ну, коллега Да, ваш. можно сказать, Вы же личный, да. министром были, правильно? Да, Социальной да, политики. А да, он да, был да. министром внутренних дел. Я не называю это министерством. Я просто говорю, что это был человек, который боролся за влияние в Харькове с Кернесом. Вот и все. Так а что сейчас ждет Одессу? Одессу сейчас ждет следующее. Первое. Труханов остается мэром. Я думаю, что он сейчас подаст в суд. Он об этом прямо заявил. Будет, наверное, ходатайство о том, чтобы приостановить действие указа президента до выяснения всех обстоятельств, потому что суд должен рассмотреть не только аргументы СБУ, да, которые были основанием для этого указа, но и аргументы Труханова. У него же тоже какая-то есть правовая позиция. И я хочу напомнить всем нашим патриотам. Ребята, если власть откровенно и нагло на ваших глазах фальсифицировала санкции против Порошенко, знаете, что интересно на суде выяснилось, Александр? Что президент Зеленский лгал народу. Помните, когда он подписал указ по санкциям про Порошенко, его спросили, а чего? Он говорит, ну как же, вот в Пронин, там, в Держфинмониторинг дал нам данные, что Порошенко деньги выводил из своего фонда за границу, финансировал партию. И если мы это оприлюдним, то народ будет в шоке. 6 месяцев не прятали подання Пронин. В конце концов, их суд заставил показать. Знаете, что там есть? Там ни слова о выводе денег за границу. Там все рассказывается о Харьковских соглашениях. О Черноморском флоте. Вывески из статей. То есть он солгал народу. Сфальсифицировал эти основания для указа. И это же на ваших глазах делалось. Вы же видите, что они лжецы. И эти же люди верят тому, что делает Зеленский по отношению к Труханову. Я говорю, подождите. Так если он соврал там, почему вы верите ему здесь? Потому что органы не ошибаются. Но это 1937 год. Тогда тоже органы не ошибались. Бразильские шпионы были, аргентинские шпионы были, австралийские шпионы были. Мы же это помним. То есть, если они писульку написали, що він не має громадян, він взяв громадянство, значит, указ президента и до свидания. Мне, кстати, после этого позвонил Семен Фишерович Лузман. Известный украинский диссидент. Врач-психиатр. Почему его отправили в лагерь? Он делал психиатрическую экспертизу генерала Григоренко, который был в оппозиции к советскому режиму. И он подписал, что генерал Григоренко абсолютно здоров. Его выпустили, он уехал в США, а Глузмана отправили в концлагерь. Он там сидел с Василием Стусом, с Алексеем Тихим, с Юрием Литвиным, с Иваном Светличным, со многими. Вот он мне позвонил и говорит, вы знаете, у меня такое ощущение, что у нас Брежневщина вернулась. Когда диссидентов лишают паспортов. Ну, это же, говорит, это же просто. Я говорю, Семен Фишерович, скоро, говорю, ваши уже навыки будут нужны. Он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что следующий этап после лишения паспортов будет отправление в психушку наших людей. Ну, так же действовали, да? Ну, если вам советский строй не нравится, значит, вы больной человек, вас надо лечить. Если вам Владимир Александрович не нравится, ну, вы тоже больной человек, вас тоже надо лечить. Говорю, поэтому готовьтесь, говорю, Семен Фишерович. У вас сейчас, говорит, огромное поле. Он смеется и говорит, я, говорит, во второй раз уже, говорит, в лагерь не выдержу. Ну, вот мы смеемся, но это же смех сквозь слезы, это же правда. Это же полный беспредел. А что делать? Ну вот смотрите, Я считаю, нужно... Смотрите, я просто хочу, вот мы так перескочили вот эту вот историю, да, возложив, ну вы возложили вину на Зеленского, имеется в виду по вот этим эпизодам с, ну, третьей штурмовой в Тернополе, да, это же звонок, это знаете, как вот, да, это начало конца на самом деле, а Украина
исторически она славилась, причем в разных регионах Украины, вот подобными вещами, когда условно человек в форме, да, и вроде и форма вроде своя, но между собой вот это вот, да, и как бы пытались вот эти территории. Понятно, что тут ТЦК предстают вообще как ангелы, которые, собственно, ну вот просто ангелы, говорят, ой, да мы же просто боевых ребят вот сюда. И понятно, что это бардак, за который Зеленский отвечает. Но суды-то не работают. Ну, то есть, все. Там, этот Порошенко может судиться там 1000 лет. Все остальные, кто под санкциями, в том числе и я, 1000 лет это все может длиться. Никто ничего не отменит, никакой указ, понимаете? И как бы тут люди подают в суд исключительно потому, что если ты как бы какой-то период времени не подашь, то ты как бы согласен, что на тебя наложили санкции, понимаете? Я вот знаю многих таких людей и сам таких, но они как бы мы понимаем, что это бесперспективно, но скажут, что ты ж в суд не подал, значит ты правильно тебя внесли. А теперь уже и паспортов лишают, понимаете? Значит, ну ты значит согласен, все. Думали, что вот так проканает. Если нет суда никакого, да, там, ни европейских, никаких инстанций, ничего нельзя, ну, как бы повлиять на Зеленского, то получается, какие пути выхода из этого безумия, которое он устроил? Ну, начнем с того, что никаких судов нет. Это не совсем так. Сейчас вот пришло сообщение о том, что Роман Насиров выиграл 2 суда европейских. Во-первых, его незаконно задержали. Во-вторых, органы правопорядка не выполняли решение Верховного суда, которое требовало оказать ему медицинскую помощь. Они были проигнорированы. Там порядка 10 тысяч евро он получил компенсации, и он заявил о том, что он передаст эти деньги на вооруженные силы Украины. То есть правовой беспредел, который творится нашими левоохранителями, он все-таки сегодня имеет конечную инстанцию, это Европейский суд, как бы там ни было. Более того, дело Насирова рассматривалось в неотложном порядке. То есть не обычная процедура, а ускоренная. Суд по Порошенко идет к завершению. Там просто избиение младенцев, поверьте мне. Я не думаю, что... Ну, это мое личное впечатление, субъективное. Но настолько судьи поражены тем, что они там слышат. Но я не представляю, как они могут проголосовать за то, что это все законно. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Я так знаю, что все люди, которые находятся под санкциями, тоже обжалуют. Тем более на последнем суде выступала представитель. Кстати, там же интересная вещь. У нас же представителем может быть только адвокат. Либо они внесли изменения в законодательство, бути самопредставництво. Вот представляете, есть президент Зеленский, он как физическое лицо может либо сам себя представлять, либо через адвоката. Так вот они написали, що він же ж не людина, він же ще й інституція. Поэтому самопредставляется не он, а вот эта вот женщина, которая там выступает. И все же смеются. Перед нами же, говорит, не представник президента, а самопредставник президента. То есть, вот эта женщина и есть президент Украины. Если бы вы послушали, что она несет, ну, это просто ужас. Говорит, президент, за что, говорит, ввели санкции? Объясните, пожалуйста. А що це він має за щось там це саме? Він превентивно, ви могли щось зробити. То ми превентивно. Говорит, хорошо. А если, говорит, каким образом вы, говорит, решили, значит, защитить страну, лишив меня государственных наград? Как это повлияло на национальную безопасность и оборону? Она отвечает, а что такое? Президент сам определяет, являетесь вы, значит, там опасным человеком или нет. Но это Людовик XIV, государство это я. Хочу в Бастилию вас отправил, хочу вас лишил паспорта, хочу вас там еще что-нибудь. То есть, понимаете, к чему мы пришли? И она с умным видом это несет на Верховном суде. А судьи вот так вот сидят и смотрят. Поэтому то, что сейчас происходит, это очень опасная вещь. Очень опасная, Александр. Ну и позорище лютое. Ну вот, позорище лютое. Ну представьте, распечатать в фотошопе скан паспорта и лишить человека гражданства. Ну как это? Ну, слушайте, понимаете, в чем дело? Вот я убежден, что если окажется, что Труханов прав,
Мы же не знаем там всех этих вещей. Я возмущен тем, что люди сразу же стали на позицию власти. А, Труханов, он такие сякие и так далее. Там. Подождите. 10 лет этой истории. Неужели за 10 лет он не решил как-то юридически? Я не верю в это. Поэтому давайте послушайте. Он же такой же гражданин, как и мы с вами. Он не убежал. Он мэр Одессы, избранный. Как вы можете вот так? Это ж плевок одесситам в лицо. Потому что определять, кто мэр в громаде, решают люди, а не президент Зеленский. Ему очень хочется вот всеми руководить. Но так не получается. Местное самоуправление является самостоятельным. А вот он туда лезет. Он пытается вот все, что было, чтобы все было в моих руках. Но это вот узурпатор, понимаете? Вот у него вот это вот проявляется. Поэтому судиться надо, добиваться надо, требовать справедливости нужно. Если даже суд откажет, ничего, нужно бороться дальше. Ну, а для того, чтобы изменить ситуацию, я считаю, нужно проводить выборы. Нужно проводить выборы. И нужно менять этого президента. Я лично никогда ни при каких обстоятельствах за этого нынешнего президента голосовать не буду. Я и тогда не голосовал, сейчас не буду. Буду делать все, чтобы люди не голосовали за него. Потому что то, что он творит в Украине, это просто уничтожение страны. Вот и Андрей все. Рева был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, пишите в комментариях, что думаете вы. Добра и света. Увидимся.